Калуга – город, который принято называть колыбелью космонавтики. Город Циолковского. Город музеев, старинных церквей и набережной над Окой. Туристы приезжают сюда за красивыми видами и тихими улочками. Но за фасадом областного центра, за гостиным двором и историческими кварталами есть другая Калуга, та, где живут обычные люди. Панельные дома, маршрутки, торговые центры на окраинах, спальные микрорайоны, где вечером горят желтые окна и ничего не происходит. Или кажется, что не происходит. Микрорайон Байконур – одно из таких мест. Небольшой жилой массив на северной окраине города. Построен в 90-е годы для семей военнослужащих и специалистов, служивших на настоящем космодроме Байконур. Отсюда и название. И главная улица – Звездная. 7- и 9-этажные панельные дома, кирпичные вставки между ними, поликлиника, несколько торговых павильонов на окраине. Район обособленный, тихий. Граничит с поселком Северный, а дальше – лес. Место, где все друг друга знают. Место, где ничего страшного случиться не должно. Лето 2014 года. Июль. Жара. Калуга живет обычной летней жизнью. Кто на дачах, кто на работе. Студенты разъехались на каникулы. Вечерами в парках гуляют семьи, у торговых центров собирается молодежь. Все спокойно, все привычно. 15 июля, вторник. 18-летняя Яна Болтынюк провела вечер с друзьями в центре города. Яна – студентка Калужского колледжа сервиса и дизайна. Училась на модельера. Мечтала открыть собственный магазин и когда-нибудь выпускать одежду под своим брендом. Подрабатывала в свободное от учебы время, копила опыт и деньги. Друзья описывали ее как девушку с сильным характером. Добрую, отзывчивую, но упрямую. Из тех, кто точно знает, чего хочет. В ту ночь Яна возвращалась домой. В 1:45 ночи она позвонила маме, Анне Болтынюк. Сказала, что находится в районе торгового центра «Торговый квартал» на Московской улице. Сказала, что идет домой. Что ее провожает знакомый молодой человек. Мама не волновалась. Дочь взрослая, 18 лет. Район знакомый. Идти минут 20-30. Все нормально. Через 15 минут телефон Яны отключился. И больше она не вышла на связь. Утром 16 июля Анна Болтынюк поняла. Дочь не пришла домой. Не отвечает на звонки, телефон выключен. Не в сети. Тишина. Мать обратилась в полицию в тот же день. Написала заявление. Объяснила, дочь позвонила ночью, сказала, что идет домой, и пропала. Телефон молчит. Такого раньше не было. Яна всегда выходила на связь. Полиция приняла заявление, начала проверку. Опросили знакомых, друзей, людей, с которыми Яна виделась в тот вечер. Нашли молодого человека, который, по словам самой Яны, провожал ее. На допросе он сказал, что действительно шел с ней по аллее, проводил до поворота к торговому центру, и они разошлись. Она пошла дальше, он в свою сторону. Больше он ее не видел. Но были и другие свидетели. Кто-то из прохожих утверждал, что видел девушку, похожую на Яну, выходящей с аллеи к пешеходному переходу у торгового центра. Одну. Без спутника. Показания расходились. Картина не складывалась. К поискам подключились волонтеры. Отряд «Лиза Алерт», местные активисты, обычные жители. Сотни людей вышли прочесывать город. Проверяли дворы, парки, пустыри, обочины. Обзвонили больницы и морги. Расклеивали ориентировки. Писали в соцсетях. Видел ли кто-нибудь Яну в ночь с 15 на 16 июля? 4 дня. Ничего. 20 июля в лесу недалеко от деревни Карачева, в районе Муратовского щепзавода, нашли тело. Обгоревшее. Оно обгорело не полностью. Огонь не уничтожил отдельные фрагменты одежды и плотно затянутый на шее провод. Но визуальное опознание лица было невозможно. Кто-то пытался уничтожить все следы. Сжечь, стереть. Сделать так, чтобы никто никогда не узнал, что здесь произошло. Экспертиза подтвердила.
Это Яна Болтынюк. 18 лет. Студентка. Дочь. Девушка, которая мечтала шить одежду под собственным именем. Результаты вскрытия и криминалистических экспертиз восстановили картину преступления, насколько это было возможно при таком состоянии тела. Следствие установило, что нападение произошло в лесополосе у торговых павильонов в районе улицы Звездной. Там, на окраине Байконура, где днем торгуют продуктами, а ночью пусто и темно. Яну изнасиловали. Задушили. Орудием убийства стал провод от наушников, который использовали как удавку. Потом тело вывезли за город, в лесной массив, облили бензином и подожгли. Все это за одну ночь. Пока город спал. Пока мама ждала, что дочь вот-вот откроет дверь. Дело возбудили по статьям изнасилования и убийства. Тяжелейшие статьи. И ни одного подозреваемого. На месте преступления, в лесополосе у павильонов, криминалисты обнаружили биологические следы. Это была единственная реальная зацепка. ДНК, которую можно было сравнить с базами данных. Но в 2014 году совпадений в базах не нашлось. Тот, кто это сделал, раньше не попадался. Не был судим, не сдавал образцы. Началась работа, которая в следственной практике называется отработка массива. Это когда у тебя нет конкретного подозреваемого, и ты проверяешь всех. Буквально. Всех. Жителей района, знакомых жертвы, случайных людей, оказавшихся поблизости в ту ночь. Ранее судимых, местных маргиналов, водителей, чьи машины проезжали мимо, рабочих с ближайших строек. Месяц за месяцем, год за годом. Проверенных людей становилось больше, а подозреваемых по-прежнему 0. Следствие проверило более 11 тысяч человек. 11 тысяч. Допросы, анализы, алиби, проверки. Ни один не совпал. Дело буксовало. Глухо. Как в стену. У следователей был биологический материал преступника, но не было человека, которому он принадлежит. Как искать иголку в стоге сена, зная, как выглядит иголка, но не зная, в каком именно стоге она лежит? Анна Болтынюк, мать Яны, не сдавалась. Она не позволила этому делу лечь на полку и покрыться пылью. Ходила к следователям, писала жалобы. Обращалась в прокуратуру, звонила на прямую линию с президентом. Делала все, что может сделать мать, которая потеряла ребенка и требует ответа. Кто? Анна добилась личного приема у председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Рассказала все. Попросила не бросать дело. Бастрыкин поставил расследование на особый контроль, но даже это не дало немедленного результата. Проходили месяцы, менялись следователи, проверялись новые версии и рушились. Дело тянулось как незаживающая рана. Перелом наступил в 2018 году, через 4 года после убийства. К тому моменту дело было передано в Центральный аппарат Следственного комитета России по инициативе Анны Болтынюк, которая повторно встретилась с Бастрыкиным и добилась этой передачи. Новая команда взялась за дело с другого конца. Ключом стала ДНК. Биологический материал, обнаруженный на месте преступления 4 года назад, сохранился. Его можно было повторно исследовать. И на этот раз с гораздо более широким охватом. Следователи организовали масштабную кампанию по сбору образцов ДНК. Проверяли жителей района, тех, кто жил или бывал в окрестностях улицы Звездной в июле 2014-го. Сдавали слюну, кровь. Сотни людей. Потом тысячи. И в какой-то момент попадание. Образец, взятый у жителя Калуги по имени Евгений Татаринцев, совпал с биологическими следами с места преступления. Евгений Татаринцев. Местный. Не судим. Не привлекался. Ничем особенным не выделялся. Обычный мужчина. Из тех, мимо кого проходишь на улице и не замечаешь. Его задержали. Допросили. Он свою вину не признал. Заявил, что ни к какому убийству отношения не имеет. Что ничего не знает. Что это ошибка. Но ДНК не ошибается. Следствие продолжило копать.
Параллельно были проведены дополнительные экспертизы, в том числе ольфакторная. Экспертиза запаховых следов. Метод, который в России используется с 80-х годов, но широкой публике почти не знаком. Суть его в том, что каждый человек оставляет уникальный запаховый след на одежде, на предметах, на поверхностях. Специально обученные собаки способны различать эти следы и связывать их с конкретным человеком. Ольфакторная экспертиза дала результат, которого никто не ожидал. Запаховые следы на одежде Яны и на удавке, том самом проводе от наушников, принадлежали не только Евгению Татаринцеву. Они указывали на еще одного человека, его старшего брата, Владимира Татаринцева. Два брата. Оба на месте преступления. Оба на теле жертвы. Владимира Татаринцева задержали. И вот тут произошло то, чего следователи ждали 4 года. Столкнувшись с результатами ольфакторной экспертизы, которая неопровержимо связала его запаховые следы с удавкой на шее жертвы, Владимир сдался и дал признательные показания. Рассказал, как все было. По словам Владимира Татаринцева, в ту ночь, с 15 на 16 июля 2014 года, он и его брат Евгений пили с мужчиной, которого встретили незадолго до этого. И имени этого человека Владимир не называл. Говорил случайный знакомый. Встретились, выпивали. Потом они увидели девушку. Одну. Ночью. На окраине микрорайона, у торговых павильонов на улице Звездной. Яна возвращалась домой. Шла через лесополосу. Короткий путь, которым ходят все местные. Днем – безопасная тропинка. Ночью – темный коридор между деревьями. Они напали на нее. Втроем. Изнасиловали. Задушили проводом от наушников. А потом, чтобы скрыть следы, вывезли тело в лес, облили бензином и сожгли. Бензин и канистру, по показаниям Владимира, предоставил его бывший тесть, Андрей Марочкин. Он же помогал вывозить тело к Муратовскому щепзаводу. Потом все разошлись по домам. Как ни в чем не бывало. Утром Калуга проснулась. А Яна – нет. Признательные показания Владимира Татаринцева стали основой обвинения. Но путь до приговора оказался непростым. В суде Владимир отказался от своих признательных показаний. Заявил, что оговорил себя, что на него давили следователи, что признание было получено под принуждением. Евгений, как и на следствии, продолжал отрицать свою причастность. Оба настаивали. Невиновны. Это стандартная тактика. Дать признание на следствии, а потом отказаться в суде. Расчет на то, что без прямого признания суд не сможет вынести обвинительный приговор. Но в данном случае, помимо показаний, были объективные доказательства. ДНК Евгения Татаринцева на месте преступления. Запаховые следы Владимира Татаринцева на одежде жертвы и на орудии убийства. Совокупность улик, которую невозможно объяснить случайным совпадением. Процесс шел в Калужском областном суде. Мать Яны, Анна Болтынюк, присутствовала на каждом заседании. 5 лет борьбы, письма, жалобы, встречи с Бастрыкиным, бессонные ночи. И вот скамья подсудимых. 2 человека, которые забрали у нее дочь. 10 декабря 2019 года суд вынес приговор. Виновны. Оба. По статьям изнасилования и убийства. Каждому из братьев Татаринцевых назначили 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, плюс 2 года ограничения свободы после отбытия основного срока. Суд также обязал их выплатить компенсацию морального вреда семье погибшей. Третий соучастник, тот самый случайный знакомый, о котором говорил Владимир, так и не был установлен. Дело в его отношении выделили в отдельное производство. На момент вынесения приговора его личность оставалась неизвестной. Что касается Андрея Марочкина, бывшего тестя Владимира, который по первоначальным показаниям помогал вывозить и сжигать тело. К ответственности за укрывательство преступления его привлечь не смогли. Срок давности по этой статье составляет всего 2 года, и к моменту задержания убийц в 2018-м он уже истек.
Осудили его отдельно за лжесвидетельство. Ведь в суде Марочкин изменил свои показания, данные на следствии. Но Калужский районный суд оправдал его. Первоначальные показания Марочкина фактически были показаниями против самого себя. Он рассказывал о собственном участии в сокрытии тела. А по 51 статье Конституции никто не обязан свидетельствовать против себя. Значит, по логике суда, изменение таких показаний не ложь, а реализация конституционного права. Юридическая тонкость, которая выглядит цинично на фоне сожженного тела 18-летней девушки. Но закон есть закон. Анна Болтынюк была не согласна с приговором. Не с виной, вина была доказана, с мерой наказания. 18 лет для матери, которая похоронила обгоревшие останки единственной дочери, казались недостаточными. Она говорила об этом журналистам. Говорила тихо, без истерик. Просто мало. Слишком мало за то, что они сделали. Приговор обжаловали. Апелляционная инстанция оставила его в силе. Кто такие братья Татаринцевы? Обычные калужские мужчины. Без громких биографий. Без криминальных рекордов. До убийства Яны Болтынюк они не привлекались к уголовной ответственности. Не состояли на учете. Не были известны полиции. Именно в этом одна из самых пугающих черт этого дела. Убийцы не были маньяками с длинной историей насилия. Не были рецидивистами. Не были опасными элементами, за которыми следит участковый. Они были никем. Соседями. Прохожими. Людьми, которых ты встречаешь в магазине и не запоминаешь. В ту ночь они пили. Увидели одинокую девушку. И решили, что могут. Это не спланированные преступления хладнокровных убийц. Это пьяная, животная жестокость людей, которые в обычной жизни ничем не отличались от тысяч других. Людей, у которых внутри, на самом дне, сидело что-то, что в нормальных условиях никогда бы не вылезло наружу. Но алкоголь, ночь, безнаказанность и одинокая девушка на темной тропинке – все совпало. И это что-то вылезло. У этой истории есть послесловие. Такое, от которого становится не просто горько, а физически тяжело. Осенью 2022 года, отсидев около 3 лет после приговора, Евгений Татаринцев завербовался в частную военную компанию. Отправился из колонии воевать. 6 месяцев. Контракт. А после контракта – помилование. Весной 2023 года Евгений вернулся в Калугу. Свободным человеком, чья судимость теперь была официально снята. Через 9 лет после того, как убил 18-летнюю девушку и сжег ее тело в лесу. Он вернулся в тот же город, где живет мать убитой им девушки. Его старший брат Владимир в это время продолжал отбывать свой 18-летний срок в колонии строгого режима. Для него законных способов выйти раньше срока не нашлось. Но даже возвращения одного из убийц хватило, чтобы всколыхать весь город. Анна Болтынюк узнала об освобождении Евгения из новостей. 5 лет она боролась за то, чтобы убийц нашли. Еще год, чтобы их осудили. Приговор – 18 лет каждому. А один из них вышел на свободу уже через 3 года. Она говорила журналистам. Он ходит по тем же улицам, живет обычной жизнью. Как будто ничего не было. Как будто Яны не было. Эта история не про маньяка, не про серийного убийцу, не про сложное расследование с гениальным детективом. Эта история про обычную ночь в обычном городе. Про девушку, которая шла домой. Про 2 мужчин, которые решили, что им можно. И про мать, которая 5 лет стучала во все двери. И добилась. Добилась, чтобы потом увидеть, как один из убийц выходит на свободу. Система. Та самая, которая 4 года не могла найти преступников, пока мать не дошла до главы Следственного комитета. Эта система сначала дала убийцам по 18 лет. А потом зачеркнула это наказание для одного из них. Одной рукой – приговор. Другой – помилование. Яна Болтынюк мечтала стать модельером. Хотела открыть свой магазин. Шить одежду под собственным именем.
Ей было 18. Вся жизнь впереди. Учеба, подработки, первые планы на будущее. Она шла домой, через знакомый район, по тропинке, по которой ходила десятки раз. Мама ждала. Телефон зазвонил. «Я иду». А потом тишина. И эта тишина длится до сих пор. В лесополосе у торговых павильонов на улице Звездной ничего не изменилось. Те же деревья, те же тропинки. Днем мамы с колясками, школьники на велосипедах. Ночью темнота и ни одного фонаря.